Тайны индийских джунглей. Захватывающие истории из дикой природы. Где-то в глубине индийских джунглей скрыто древнее место, о котором ходят легенды. Его называют храмом слонов. Старинные каменные ступени уже давно скрылись под мхом, а корни деревьев обвили стены, словно охраняя его тайны. Говорят, что сюда приходят слоны, не потому, что здесь их дом, а потому, что они чувствуют силу этого места. Сегодня мы отправимся туда, где природа правит бал, а животные — истинные хозяева. Здесь каждый звук — это шепот веков, а каждое движение скрывает новую загадку. Слоны — настоящие хранители индийских лесов. Здесь обитают азиатские слоны, более миниатюрные, чем их африканские сородичи, но не менее величественные. Они обладают особенной связью со своей стаей, передвигаются семейными группами и никогда не бросают сородичей в беде. Их уникальная способность — запоминать лица и даже чувствовать настроение людей. Слоны могут выражать эмоции, радость, печаль, заботу и даже дружбу. Взрослая самка слона может пройти несколько километров, чтобы найти потерявшегося малыша, а когда встреча происходит, они обмениваются приветственными звуками и ласково касаются друг друга хоботами. Однажды в сезон дождей, когда реки выходят из берегов, маленький слоненок по имени Раджа оказался в ловушке. Поток уносил его все дальше от стада, а испуганные взрослые слоны трубили, зовя его обратно. Но Раджа не мог выбраться из бурного течения. Его тонкий, испуганный крик сливался с ревом стихии. В этот момент его заметили местные жители, которые пришли к реке за водой. Они поняли, что без помощи малыш не выживет. Люди быстро сориентировались, натянули веревки, сделали временный мостик и, слаженно работая, вытащили ослабшего слоненка на сушу. Он дрожал, тяжело дыша, но когда увидел свое стадо, радостно замахал ушами и побежал к ним. Самое удивительное произошло позже. Старшая самка подошла к людям и несколько раз поклонилась. Это был знак благодарности от самых мудрых обитателей джунглей. С тех пор в той деревне слоны часто проходят мимо и никогда не причиняют вреда людям. Напротив, они стали своеобразными защитниками этого места, иногда даже предупреждая о приближении хищников. Но слоны не единственные великаны, правящие джунглями. Когда солнце опускается ниже и лесные тропы окутывает туман, у воды появляются другие обитатели — бегемоты. В Индии они встречаются реже, чем в Африке. Но даже здесь эти тяжеловесы находят укрытие в теплых болотах. На первый взгляд они кажутся медлительными и добродушными, но в их движениях скрыта невероятная мощь. Под водой бегемоты чувствуют себя так же уверенно, как рыбы, а их внезапные всплески пугают даже самых смелых хищников. Когда бегемот открывает пасть, он способен раздавить целое бревно своими мощными челюстями. Есть легенда о старом бегемоте по имени Бхиму. В одной из деревень, расположенных у реки, частые наводнения уничтожали посевы и угрожали домам. Но каждый раз, когда начинался сильный дождь, жители замечали, что в воде появляется огромный силуэт. Бхиму разгонял хищников, ломал бревна, застрявшие в потоке, и словно защищал людей от стихии. Никто не знал, почему он это делает, но со временем бегемота стали считать добрым духом реки. И даже спустя годы старейшины деревни рассказывают детям эту историю, напоминая, что в природе есть не только опасность, но и неожиданная защита. Джунгли Индии — это мир, где каждое существо занимает свое место. Здесь могущественные слоны делятся своей мудростью, бегемоты напоминают о силе скрытого, а человек — всего лишь гость, который может наблюдать и восхищаться. И если когда-нибудь ты окажешься в этих местах, просто прислушайся. Возможно, ты услышишь далекий рев слонов или всплеск воды, где прячется бегемот. Но это еще не конец нашей истории. Где-то в гуще джунглей слышится еще один звук. Глубокий, раскатистый рык. Это знак, что в этих местах есть еще один властитель.
Его взгляд пронзителен, его поступь грациозна, а рык способен сотрясать воздух. Настоящий царь джунглей — величественный лев. Говорят, в этих джунглях когда-то жил лев по имени Ашока. Гордый, сильный, с золотистой гривой, переливающейся под солнцем. Он был не просто хищником, а хранителем равновесия. Однажды, когда стая шакалов проникла в окрестности деревни, Ашока вышел из чащи. Он не нападал, не рычал. Его одного присутствия оказалось достаточно, чтобы те в страхе исчезли. Но однажды случилось нечто удивительное. В лесу заблудился маленький мальчик. Испуганный и одинокий, он сел под дерево и тихо плакал. Из-за кустов показалась огромная тень. Это был Ашока. Лев мог бы уйти, но вместо этого он осторожно лег рядом, как бы защищая ребенка. Всю ночь он не отходил от него, а утром вывел мальчика прямо к краю деревни. Когда люди увидели это, они поняли. Этот лев не просто хищник, а хранитель джунглей. С тех пор легенда о Ашоке передавалась из поколения в поколение. Говорят, что его потомки до сих пор живут в густых чащах гирского леса, напоминая, что даже в мире хищников есть место благородству и защите. Но что еще скрывают джунгли? Какие тайны ждут впереди? Оставайтесь с нами, ведь наше путешествие продолжается. Среди густых зарослей, где лучи солнца едва пробиваются сквозь листву, скрываются настоящие тени джунглей — индийские леопарды. Они мастера маскировки, их пятнистый мех сливается с тенью деревьев, а мягкие лапы позволяют передвигаться бесшумно. Говорят, что в индийских джунглях есть леопарды, которых никто никогда не видел дважды. Они появляются внезапно и также исчезают, оставляя после себя лишь следы на влажной земле. Существует легенда о леопарде по имени Раху. Говорят, что он не нападал без нужды, но однажды спас маленького ленивца, который, спускаясь с дерева, зацепился за лозу и не мог выбраться. Его крики привлекли гиен, которые почувствовали легкую добычу. Раху наблюдал за происходящим с высокой ветки. И в тот момент, когда одна из гиен уже подбиралась к несчастному, он молнией сорвался вниз. Одним ударом лапы он отбросил хищницу, а затем, схватив ленивца за загривок, ловко перенес его обратно на дерево. Жители деревни заметили, что на следующее утро Раху оставил у их хижин часть своей добычи, словно выражая благодарность за то, что они не охотились на него. С тех пор он стал призрачным стражем леса, которого уважали и люди, и животные. А в густых зарослях лиан до сих пор можно услышать шепот ветра, словно напоминание о быстром и неуловимом защитнике джунглей. Джунгли Индии хранят в себе множество историй, загадочных, захватывающих, полных тайн и невероятных встреч. Здесь каждое существо занимает свое место в великом балансе природы, где сила сочетается с благородством, а хищники могут стать защитниками. Возможно, где-то среди густых зарослей до сих пор крадется тень Раху, а река несет отражение старого бегемота Бхиму. Вечные духи джунглей продолжают жить в этих легендах, передаваемых из поколения в поколение. А какие еще тайны скрывают джунгли? Быть может, природа еще не раз удивит нас своими загадками.